Оставаясь лидирующим направлением летнего сезона, да и в целом года, Турция, наверное, единственное летнее направление, которое показало отрицательную динамику. То есть если на всех остальных популярных для наших туристов направлениях произошел прирост, в среднем от 15 до 20%, детальнее мы все направления разберем чуть позднее, Турция, напротив, показала определенную рецессию. По нашим данным, снижение составит по итогам сезона приблизительно 1%. 1. Тем не менее, несмотря на это, в абсолютном выражении, что называется, по головам, Турция остается безусловным лидером, оставляя далеко позади других своих конкурентов, и даже снижение на 1% не позволило остальным направлениям как-то вплотную приблизиться к Турции. И условный рейтинг наш, понятно, что цифры, скорее всего, будут скорректированы осенью, в сентябре, в октябре, но тем не менее на данный момент условный рейтинг выглядит следующим образом. Турция, Египет, Греция, Испания, Болгария, Хорватия. Вот это вот лидирующая пятерка по количеству туристов. Следующее направление – это Таиланд, который также показал определенное снижение, но мы не будем считать его выбивающимся из общего тренда, поскольку Таиланд летом, за редким исключением, в принципе, не очень хорошо продавался. Исключением было в прошлом году и позапрошлом из-за истории с Египтом. И, в принципе, то, что спрос на Таиланд снизился, это был вполне ожидаемый результат. Ну, давайте пройдемся по остальным массовым направлениям. Греция было одно из наиболее спокойных направлений в этом году. Это очень важный аспект для Греции, поскольку все предыдущие годы рынок лихорадило. И операторы на греческом направлении бились, что называется, не на жизнь, а на смерть за счет собственной рентабельности. В этом году ситуация стабилизировалась, и направление показало прирост порядка 20%. Это очень серьезный и большой результат для лета. Прогнозировалось, что прирост на Греции будет, ну, там не более 12-15%. По оценкам разных операторов, все 20%, и, в общем, это можно считать серьезным успехом, обусловленным, в числе прочего, экономической ситуацией в этой стране. Там происходит девальвация, снижение цен. Для наших туристов это является только дополнительным стимулом, чтобы посетить страну, находящуюся в состоянии кризиса. Аналогичные причины мы наблюдаем на испанском рынке. Два этих направления были одни из немногих, где практически не было горячих предложений. И в отличие от Греции, Испания, например, продавалась, если Греция продавалась практически в последний момент, настолько, насколько возможно для визовой страны, в Испании была очень хорошая глубина продаж, глубина бронирований, и консульство реально испытывала сложности в связи с огромным количеством запросов как со стороны организованных туристов, так и со стороны индивидуальных. По Испании также прирост составляет порядка 25%. Единственное исключение на испанском рынке – это Майорка. Майорка, что называется, нещадно горела в течение всего лета. И ситуация не выправилась вплоть до конца августа, несмотря на очень низкие цены, то есть ниже себестоимости. Тем не менее, спрос на Майорку так и не выровнялся. Еще одно стабильное направление – это Хорватия. Хорватия продавалась в течение всего года, лета, высокого сезона, стабильно, хорошо. Цены были достаточно высокие. Относительно прошлого года цены на Хорватию выросли процентов на 10-15, но наших туристов это не остановило. И эксперты объясняют это тем, что Хорватия в этом году это было последнее безвизовое лето для наших туристов. И, возможно, для многих это оказалось стимулом, мотивацией для того, чтобы посетить эту страну в расчете на то, что в следующем году она будет визовая, возможно, будут какие-то сложности. В целом, по всем перечисленным направлениям горячих предложений практически не было, включая Турцию. И несмотря на то, что цены практически на всех направлениях выросли планово, то есть с учетом стоимости роста перевозки, с учетом определенного роста цен внутри самих рынков, понятно, что Греция и Испания исключение в данном случае. Несмотря на это, спрос и предложения были достаточно сбалансированы. Спецпредложения, если были, то только на отдельные даты, достаточно редкие, и их было немного. На Хорватии спецпредложений не было вообще.
Аналогичную картину мы наблюдали в Италии, но не столь ровную. То есть в Италию периодически потряхивал этот рынок, причем как в прямом смысле, я имею в виду землетрясение, так и в переносном. То у нас винджет, то у нас аномальная жара, и репортажи показывали, да, были пожары и в Испании, кстати, никак не повлиявшие на спрос, но в Италии, тем не менее, определенное влияние не оказали. Но несмотря на это, операторы по Италии декларируют прирост от 25% в среднем. Это опять-таки беспрецедентный случай. Все предыдущие годы такого прироста эта страна не показывала. Ну, впрочем, как и все средиземноморские страны. Интереснейшее положение было в этом сезоне на Болгарии. В начале сезона эксперты прогнозировали жесточайшую конкурентную борьбу в связи с выходом новых крупных игроков на этом направлении. Однако политика этих новых игроков оказалась достаточно сдержанной, несмотря на то, что Болгария периодически продавалась по цене от 165 евро на неделю на человека с размещением в трехзвездочной гостинице. Это скорее были исключения, безусловно, подогревавшие спрос, чем правило. И снижение рентабельности на болгарском направлении не произошло. Произошло серьезное увеличение спроса, даже порядка 20%, 22% по оценке экспертов. И надо сказать, что не последнюю роль сыграла политика болгарского консульства, болгарского МИДа, которые сделали все в начале сезона, чтобы туристы не просто обратили внимание на Болгарию, а сделали бы выбор в пользу этой страны, поскольку визовые формальности были сведены до минимума. Это и отсутствие виз для детей до 12 лет, это и возможность поехать в страну при наличии шенгенской визы, это и возможность сделать многократные визы болгарские, и оперативные, там в течение 3 дней делали визы. И самое главное, возможность туроператорам напрямую подавать документы в консульство, что позволило снизить для каждого потребителя стоимость тура в Болгарию минимум на 25-30 евро. В случае с нашими туристами это довольно существенный показатель. По остальным направлениям, по Кипру, Черногории, Таиланду и Египту, я думаю, что я могу ответить в режиме вопросов-ответов. Мне бы хотелось еще обратить внимание на общие тенденции, важные для этого сезона. Ну, прежде всего, существенно выросла глубина продаж, глубина бронирований. Это важный аспект, важный критерий, поскольку он показывает уровень доверия потребителей к туристическому рынку и степень уверенности в завтрашнем дне. Средняя продолжительность, средняя глубина продаж – это порядка от 14 до 30 дней, то есть более половины от общего количества туристов бронировали тур именно за этот период, от 2 недель до месяца. Это более половины, это очень существенный показатель. И 11% бронировали больше, чем за 2 месяца. Это тоже небывалая цифра, доселе невиданная на нашем рынке. Крайне важный момент, который, безусловно, вас заинтересует, это распределение спроса по ценам. По нашим данным, по данным нашей аналитической службы, 47% потребителей приобретали туры в ценовом диапазоне от $600 до 1500 на человека на неделю. Как правило, в эту стоимость входило размещение в отеле категории 4 звезды. Как мы видим, это почти половина всего потока. По нашим предварительным данным, за это лето в разные страны посетило более 5 миллионов человек. Цифра будет корректироваться, это пока предварительные данные. И понятно, что более 2 миллионов приобретали туры стоимостью от 600 до $1500 на человека. 34% приобретали туры стоимостью от 1500 и выше. И это люди, которые в основном выбирали экзотические направления, либо дорогие туры на популярных средиземноморских и других направлениях. И по нашим данным, количество таких туристов выросло относительно уровня прошлого года примерно на 10-15%. И 18% приобретали горящие туры, либо туры стоимостью до $600. Это количество, по нашим данным, относительно уровня прошлого года снизилось. То есть в прошлом году людей, приобретавших очень дешевые туры по горящим предложениям, было значительно больше 25%.